Не все знают, но в Москве тоже есть белые ночи. Они не такие белые, как в Питере или других северных городах, но, тем не менее, с конца мая по конец июля северная часть неба подсвечена. Вот можем сейчас это видеть, настолько, насколько это может передать камера айфона. Я бы мог предложить вам успеть насладиться этим, но к моменту, когда выйдет этот ролик, белые ночи в Москве уже закончатся. И нужно будет подождать до следующего мая. Ну а мы решили продлить их и поедем на север, туда, где белые ночи в самом разгаре и гораздо белее, чем здесь. Наш путь на север мы решили начать по хорошо знакомому Ярославскому шоссе. Хотя стоп, неправильно начинаю. А мы это, собственно, кто? Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей. Я здесь главный. Не то, что меня в этой поездке надо называть главным, просто я тут главный и все. Это моя любимая супруга. Это моя опора, штурман и заливатель дошираков кипятком. Это Панда. Ее так зовут, потому что у нее наклейка с пандой на капоте. Так уж вышло. Это Yeti 1.8 полноприводная версия. А это дрон Сема. Сема мы его назвали, потому что это созвучник с названием бренда Сима. И, надо сказать, Сема поимеет в этой поездке приключений, наверное, чуть ли не меньше, чем мы. Но об этом уже будет отдельный рассказ. Все это безобразие мы везем с собой, при том, что в палатке мы собираемся жить максимум 5 дней, и то, если погода позволит. И сверху выглядит так, словно в багажник Yeti, который, ну, объективно не очень большой, все это просто не влезет. Но система VarioFlex нам поможет. Мы просто уберем часть ненужных сидений. Раз все влезло, еще осталось место. Вот на сиденье оставшемся месте есть. Там положим подушки, одеяло. Куда-то сверху еще закинем кальян, дабы на берегах озер релаксировать. Ну, все, в общем, более чем достаточно пространства. Все загрузили, все готово к поездке. А вот теперь самое время начать рассказ. Мы действительно выбрали для движения Ярославское шоссе, хотя обычно в Карелию люди едут по Ленинградке. Однако мы решили построить маршрут несколько иначе. Мы запланировали проехать через Ярославль и Рыбинск, затем через Пашихонье в Череповец, от него подняться к Белому озеру, посетить Белозерск и Кириллов, потом по пути из Кириллова выше на север заехать в Липин-Бор, остановиться в Вытегре, подняться до Медвежьегорска. Это точка, которая является севером Онежского озера. Потом поехать немного вниз и проехать между Онегой и Ладогой для того, чтобы заехать в Роскеалу и Сартовалу. Оттуда по западной стороне Ладожского озера спуститься через Приозерск и Выборг до Питера и уже оттуда отправиться домой, но не прямиком по платной М11, а с заездом в Великий Новгород. Так выглядит полный план нашего путешествия. Кое-где, правда, нам пришлось от него отбиться, но об этом мы уже расскажем позже и подробнее.
Дорога до Ярославля изъезжена вдоль и поперек даже самыми ленивыми туристами. Если, живя в Москве или области, вы там ни разу не были, это большое упущение, которое следует исправить, пожалуй, еще этим летом. У вас есть возможность успеть. Дорога, в общем-то, достаточно несложная. В основном она состоит из дороги, где 2 полосы в каждую сторону, с небольшим обычным однорядным отрезком после Переславля. Кстати, уникальность этой дороги в том, что Переславль имеет объездную дорогу, но вот ездить по ней настоятельно не рекомендуется. Она хуже качеством, чем дорога в самом городе. Да и Переславль, в общем-то, красивый, приятный, живописный, и в нем практически никогда не бывает пробок. Поэтому самый лучший выбор – это проехать его насквозь. Дальше вы проедете еще один крупный город, это Ростов с его озером Нера. Если вы там не были, в принципе, по пути в Ярославль заехать туда на пару часов можно. Целый день там, наверное, делать нечего, но вот в режиме перерыва во время поездки в Ярославль это вполне себе нормальный вариант. Там есть где пообедать, есть где погулять, там красивый монастырь и озеро Нера. Ну, а мы уже сейчас подъезжаем к Ярославлю и, конечно же, немножко походим по нему. Хотя конечная точка с первого дня у нас была Рыбинск, но Ярославль это настолько родное и любимое место, что не заехать в него просто совершенно категорически нельзя. Одно из ценных мест, ради которых стоит приехать в Ярославль, это вот это шикарное общественное пространство, которое находится за моей спиной. Это парк тысячелетия Ярославля, который был построен в 2010 году и основательно отреставрирован пару лет назад. Если вы не были в Ярославле вообще или не были здесь последние годы, настоятельно рекомендую. Приходите, гуляйте. Ну и пусть вам повезет с погодой, как сегодня это произошло у нас. Погуляв и пообедав в Ярославле, мы выдвинулись к точке нашей ночевки, в город Рыбинск. По пути нас ждал город Тутаев. Поскольку мы путешествуем и никуда не торопимся, мы решили заехать и в него. И там мы повидали немало интересного. По пути в Рыбинск, ребята, мы заехали в город Тутаев. Не то чтобы он был чем-то примечателен, да, хотя не так давно мы про Гороховец так думали. Вот. Как мы отсюда видим, есть пара интересных монастырей, церквей, но главное не это. То, что сейчас у вас основное в кадре, это переправа. Волга разделяет эти два берега на расстоянии почти 100 километров. 45 километров налево до Рыбинска
40 километров направо до Ярославля. Здесь достаточно крупный город на двух берегах, и моста здесь нет. Здесь есть только автомобильный паром и вот такие вот лодочные такси. Правда, все как-то учесали на тот берег, и никого не видно. Но, как мы знаем, реки и железные дороги – это главная транспортная проблема нашей страны, которая делит на десятки, а порой на сотни километров два берега без какой-либо вменяемой связи. Но, тем не менее, тихо, мило, провинциально. Немножко пройдемся еще. Вот, лодочное такси в действии. Одни подъехали, двое других еще едут. Ну, с другой стороны, люди без работы не сидят, тоже неплохо. На этом наша прогулка по Тутаеву закончилась, и мы выдвинулись в Рыбинск. А это мы, ребятки, дошли до Красной площади. Но не той Красной площади, о которой думают все иностранцы и россияне. Красной площади города Рыбинск, которая знаменита недалеко не вот этим старым архитектурным ансамблем торговых рядов, а каких-то вот старых жилых зданий, а вот этим вот интересным новостроем. Еще мы, как рекламщики с 20-летним стажем, заметили такую вещь, что местная администрация заморочилась и напрягла своих арендаторов таким образом, чтобы они сделали вывески, написав их в старом стиле, чтобы они соответствовали. Да, может быть, внешний вид не совсем соответствует. Сделать 150 лет назад фриз с вырезанной на плотной пленкой не получалось бы. Но, по крайней мере, написание, шрифт, общая стилистика сделано таким вот образом. Это вообще очень круто. И вот эта площадь, вообще вот это общественное пространство сделано, ну вот, предельно здорово. Здесь стриженный газон, здесь хорошее освещение, клумбы, лавочки. Ну ладно, я уже, кажется, превращаюсь в Варламова, поэтому давайте на этом остановимся.
оказался настолько великолепен, что мы даже не могли понять, как так вышло, что мы не бывали здесь раньше. Шикарный центр, в идеальном отреставрированном состоянии, длиннющая прогулочная набережная, огромные мосты и величественная Волга на закате. Теперь мы однозначно приедем сюда снова. Утром оказалось, что из-за коронавирусных ограничений столовая в нашем отеле закрыта, и никакого завтрака нам там приготовить не смогут. Поэтому наш план проехать через дамбу с треском провалился, и мы вынуждены были вернуться в центр, чтобы позавтракать. Зато там мы нашли это потрясающее, замечательное кафе под названием «5 минут счастья». Такие есть классные места с приятным интерьером в провинции. Это прям меня очень радует. И чем дальше, тем больше подобных мест появляется. Это, конечно, очень здорово, потому что 10 лет назад рестораны в таких городах представляли собой грусть и уныние полнейшую. Переехали мост и обратили внимание, что с этого берега, конечно, открывается просто фантастическая панорама на город, который, находясь там, не видно. Там, находясь в этих улочках, ты видишь очарование старых зданий и улиц, а отсюда ты видишь все вот это в комплексе, и это, конечно, выглядит круто. Так, дорогой весьма посредственного качества мы доехали до города Пошехонье. Я сейчас называю ее так лишь потому, что через пару часов выяснится, что это была не самая плохая дорога на нашем пути. Доехали, ребятки, до города Пошехонье. Ну, как видите, тут народ совсем немного. Можно очень спокойно гулять. Вот, сохранилось кое-что старого. Вот, а вообще город 17 века, первое упоминание. Статус города в 1777 году получил. Сейчас немножко пройдемся, дойдем до воды, которая здесь также является частью Рыбинского водохранилища. Ну, после его уже создания, конечно. В общем-то, это все, что можно было посмотреть в Пошехонье. Поэтому на него много времени тратить не будем. Тем более, что впереди у нас весьма интересная дорога и очень классные, красивые места. Такая у нас дорожка. Мама дорогая. Хочется верить, что не все 100 километров она такая. От солнца и от звезд, под шум колес, я чувствовал тепло, снегом на зло. Ты сам решил пойти на риск, никто не крикнул «берегись!» И ты покрасил свой шлем в черный.
Опасение того факта, что дорога будет такой на протяжении 100 километров, оказалось не беспочвенным. Не 100, конечно, но порядка 70 километров до границы с Вологодской областью дорога представляла собой вот этот кромешный ад. На дороге прослеживалось по меньшей мере 5 поколений разных заплаток. Какие-то из них уже заглубились на 20 сантиметров, какие-то напротив торчали на 10 сантиметров вверх. А еще кое-где встречались ямы размером с футбольный мяч, что сильно ограничивало минимальную скорость. То есть необходимо было по этому всему безобразию ехать порядка 90 км в час, просто для того, чтобы эти ямы пролетались и колесо в них не попало. Короче, я вспомнил все свои раллийные навыки и все равно ехал с потными ладошками. На наше счастье, в середине этого пути мы нашли достаточно красивое природное место, где мы смогли просто остановиться, расслабиться и выдохнуть. Знаете, что японцы самым значимым достижением 20 века считают не электронику, не скоростные поезда. Это тоже входит в число достижений, но не на первом месте. А на первом месте лапша быстрого брейк-давления. И это правда, достижение, которое спасает этот мир. Отлично отдохнув и пообедав, а также впервые выгулив Сему и получив с него вполне достойные кадры, мы должны были вернуться на эту жуткую дорогу. Но, к счастью, мы еще этого не знали, но этой страшной дороги нам оставалось порядка 15 километров. Дальше, начиная с границы с Вологодской областью, дорога начиналась просто идеальная. И, справедливости ради, надо сказать, что до конца нашей поездки все дороги были именно такими. Череповец встретил нас широченными проспектами, классным вантовым мостом, качественной пригородной застройкой а-ля Казань и самым интерактивным музеем, в котором мы были когда-либо в жизни – музеем Северстали. А это наша панда, на которой мы заехали в музей. Нам ее по размеру хватает, но есть в этом мире техника немножечко побольше. Обожаю этих красавцев.